Всем привет, с вами Ганзи, это новая серия сюжета Цепи Судьбы. Спасибо за поддержку, за актив, ну а также ребятам Ханавара, Даниэль и NoName, а также Шиноби под ником Кот, который закинул донат вне стрима, за то, что заполнили полоску доната на эту серию. Не забывайте писать комментарии, ставить лайки, поддерживать всяческими способами, если есть такая возможность, подписываться на телеграм-канал, ведь в случае чего мы будем там в первую очередь. И оттуда будем уже действовать. И информация о дальнейших действиях поступит именно туда, поэтому залетайте. Ну а это Цепи Судьбы и уже 23-я серия. Погнали! Глава 23. Лес смерти. Когда мы вернулись, все ужасно возмущались, но увидев целый мешок еды, забыли о нашем просчете и бросились готовить ужин. Хоть все чертовски устали, атмосфера была дружелюбной и наполненной духом канохи. Я и Шисуи отказались от своих порций в пользу бойцов, что весь день проработали в патрулях, чему те были чертовски рады. Я дал указания насчет сборов. Рю, как наиболее авторитетный среди остальных, быстро разогнал любителей посидеть допоздна по комнатам и сам, собрав все необходимое, отправился в караул со своим напарником. Я вышел на веранду, чтобы подышать свежим воздухом, по спине пробежался холодок. «Тоже не спишь, Шисуи?» – спросил я наугад. «Как вы узнали?» – удивленно проговорил тот. «Черт, да я же просто угадал. Надо что-то пафосное выдать». «Ну, я же Джонин. Нас этому учат. Вот». «Ха, вы же просто угадали, капитан», – смеясь спросил тот. «Нет, ладно, раскусил. Угадал я. Твоя правда. Знаете, хоть я в вашем подчинении недавно, но чем чаще общаюсь, тем больше понимаю, когда вы что-то скрываете». «Да, наблюдательности тебе не занимать», — усмехнулся я, опираясь на перила. «Есть у кого учиться. Ты ведь слышал, да, тот разговор? Поэтому ты здесь?» «Ага. Если позволите, то могу я задать вопрос?» «Моим же приемом?» А ты хитер. Давай, спрашивай. Вы правда верите, что однажды этот мир перестанет воевать? Или же это просто утешение для потерявшего веру отца?» Я выдохнул и начал говорить спокойно, даже немного холодно. «Прекрасно знаю, что война всегда была частью человеческой жизни. Все это началось задолго до нашего рождения и столько продолжится после нашей смерти. Но почему это не может быть правдой? Ведь если все мы будем верить всем сердцем, менять, пусть и маленькими, но поступками этот жестокий мир, то, быть может, однажды те, кто продолжит наше дело, найдут эту истину, ради которой многие не пожалели жизни». Шисуи встал рядом со мной. Его обычно веселое лицо вдруг стало крайне грустным. «Я не хочу убивать, видеть смертей близких, но сам факт того, что я учиха, подразумевает это. Наши глаза не обрекают нас на путь убийств и созерцания смерти, поэтому мне страшно, что когда мой Шаринган пробудится, то я буду желать лишь силы и ей же решать вопросы». Он замолчал и склонил голову, глядя на траву, в которой стрекотали кузнечики. «Да, ты прав, наши глаза – это отражение силы нашего клана, но важно не ее наличие, а какие помыслы ты имеешь в момент открытия ее. Эмоции, что ты испытываешь, желания и надежды – все это открывает ту самую силу внутри тебя. Если желаешь ярости и разрушения, то таковы будут и твои глаза. Так же будет, если ты желаешь мира и созерцания. Глаза – это лишь инструмент. Самое главное – то, каковы твои помыслы». Шисуи повернул голову в мою сторону, улыбнулся по-детски, лучезарно и сказал: «Тогда я знаю, чего хочу от своего инструмента и как буду им пользоваться». Значит, волноваться мне не о чем. А теперь иди спать. Это приказ». «Есть», – отчеканил Шисуи и отправился в комнату. Я же еще несколько минут смотрел на небо. Смог ли я ему помочь? Ответил ли на вопрос, на который не до конца знаю ответ? И имею ли вообще право вмешиваться в его путь? Быть может, это и есть мой инструмент. Тот, что мне дала сущность, сам того не зная. Я крайне плохо спал ночью. Некие дурные мысли не давали мне покоя. С каждым днем размышления о том, что в этой деревне уже давно назревает нечто ужасное, не давали мне покоя. Самое ужасное, что, как бы ни были открыты люди, с которыми я познакомился, полной правды я таки не услышал. Складывается ощущение, будто бы мы все находимся на огромной пороховой бочке, которая только и ждет момента, чтобы взорваться. Шисуи заглянул в мою комнату
комнату и проговорил: «Капитан, все готовы выдвигаться». «А, хорошо. Ты выглядишь обеспокоенным. Что-то случилось?» Мой товарищ посмотрел в сторону коридора и проговорил: «Кума вернулся. Говорит, что у него важные сведения. Правда, вчера я так замотался, что совершенно забыл о нашем агенте из Анбу, и судя по тому, что его не было весь день, информация действительно важная. Тогда позови его сюда. Скажи Рю, чтобы разделил своих бойцов на 2 группы по 5 человек. Двигайтесь к главным воротам. Я, Кума и Рин встретим вас там». «Есть», — отчеканил Шисуи, поклонился и вышел. Через минуту в комнату зашел член Анбу. Его движения были тихими и осторожными. Он почтительно поклонился и сел напротив меня. «Тебя не было весь день. Думаю, ты узнал что-то действительно важное?» «Да, я провел разведку местности. Выследить врага в чаще леса оказалось куда сложнее, чем я полагал. Расскажи мне все». «Слушаюсь». Прежде всего, шиноби скрытого камня поставили ловушки. Большую часть мне удалось обезвредить. К счастью, их давно не проверяли. Свежих следов рядом с ними я не обнаружил. «Ой, это отлично. Прими мою благодарность», — с облегчением выдохнул я. «Благодарю, но это не все». Прости, продолжай. Несмотря на предпринятые мной меры, видно, что эти бойцы лучше освоили территорию. Если мы не используем наш фактор неожиданности, то они могут уйти глубже в лес. Группа сравнительно небольшая, поэтому их мобильность значительно выше, чем у нас. Необходимо отрезать им пути к отступлению. Да, сколько групп вы планировали использовать для атаки? 3. Наших бойцов вряд ли хватит. Нужно подключить союзных шиноби. Что? Да они говорят с нами через раз, а ты предлагаешь позвать их на миссию? Не имеет значения их отношение к нам. Во-первых, их ненависть к шиноби скрытого камня намного сильнее, чем к ниндзя Канохи. Во-вторых, у вас есть бумага, подписанная главой деревни. Тут ты прав, но если за наших товарищей я могу быть спокоен, то за шиноби скрытой травы нет. Чую, что в их рядах есть раскол. Вот как. Рад, что вы тоже заметили, но это не наша забота. Во имя мести они могут забыть о своем расколе на какое-то время. Выдохнул я, вставая. «Если мы хотим покончить с угрозой, придется действовать наверняка. Тогда отправляйся в казармы. У тебя вид более внушительный, чем у меня, а я заберу Рин из госпиталя». «Мудрое решение, капитан». С этими словами я достал свиток, подписанный главой деревни, и передал его Кума. Затем рассказал о точке сбора. Тот поклонился и исчез. Когда я подошел к госпиталю, то увидел Рин. Она стояла, поправляя свой жилет чунина. Я застыл на месте, словно истукан. После того разговора внутри все еще остался тяжелый комок грусти и обиды на самого себя. В эту секунду она увидела меня, слегка прищурилась, приветливо замахала рукой и бросилась навстречу. Я же все еще стоял, будто бы приклеенный к полу, недоумевая такой веселой реакции. Рин подбежала ко мне и крепко обняла. Собравшись силами, я крепко прижал ее к себе и сказал: «Рин, я... Слушай, понимаю, что совершил ужасно поспешный и нехороший поступок, но...» «Тише, тише», – прошептала она. «Я не злилась на тебя ни тогда, ни сейчас, ведь понимала, что ты найдешь верный путь. Такой ты человек. Я просто волновалась, что, взвалив на себя такую роль, ты перестанешь быть тем самым Обита. Прости, что пришлось сказать те слова». «Что?» «Тебе вовсе не за что извиняться, ведь я многое понял, лишь когда ты и Тамадачи открыли мне глаза. Только в тот момент мне стало важно увидеть мир глазами этих людей. Теперь я понимаю, что ты чувствовала, когда работала на износ». «Спасибо тебе», — сказала она, целуя меня в щеку. «Добряк из Канохи». «Не за... Эй, тебе разболтали все?» «Может быть. Думаю, о твоем таланте кормить кашей старушек будут слагать легенды», — весело проговорила Рин, взяв меня за руку и утягивая вперед за собой. «Ни за что! Я не хочу запомниться здесь так. Рин, ты ведь не будешь меня так звать, правда?» «Ну, может, только пару сотен раз». «Нет, не надо!» Когда я и Рин достигли места сбора, все уже шумно обсуждали предстоящую миссию. Кума тоже выполнил часть своей работы. Около 10 шиноби скрытой травы стояли слегка подаль от моих подчиненных. Смотря в сторону наших ниндзя, они бросали презрительные смешки. Конечно же, ребятам это не нравилось. Они раздраженно бурчали себе под нос проклятия. Благо, Шисуи и Рю были рядом, чтобы пресечь возможные беспорядки и поднять моральный дух команды. Проходя мимо шиноби из скрытой травы, я слегка склонил голову. Те переглянулись, улыбки с их лиц пропали. Однако тот из них, что стоял впереди, сложил руки на груди и кивнул головой.
головой. Остальные тоже ответили мне вежливым жестом. Рин потянула меня за рукав и тихо прошептала на ухо: «Ты молодец, ничего не бойся, все мы вместе с тобой». Я улыбнулся ей и уверенно скомандовал: «Выдвигаемся к окраине леса. Разделитесь на 2 колонны». На удивление, никто из шиноби союзной деревни не стал пререкаться. Так мы выдвинулись вперед. Перед нами мелькало знакомое цветочное поле, массивные бамбуковые заросли и, наконец, лес, что будто бы специально затих в преддверии предстоящей битвы. «Внимание!» – сказал Рю. «Капитан собирается провести инструктаж». Псы из Канохи даже сопляку готовы подчиняться. Довольно громко проговорил один из шиноби скрытой травы. Рю посмотрел на его довольную ухмылку, а затем мерзко улыбнулся и ответил: «Да, и вам советую. А то лес глухой, вдруг потеряетесь, искать не будут». Ответ моего подчиненного слегка разозлил союзных ниндзя. Шисуй подошел ко мне и тихо проговорил: «Вряд ли выйдет перемешать команды. Если мы поставим во главе кого-то из наших, то не сможем грамотно взаимодействовать». «Знаю, это было заметно еще у главных ворот, но, несмотря на это, мы будем использовать то, что имеем», — ответил я, скрещивая руки на груди. После того, как моя рука поднялась вверх, все удивленно посмотрели. «Итак, прежде всего хочу напомнить, что мы союзники. Хоть мы и различны во многом, но сейчас имеем общую цель — шиноби скрытой травы. Я осознаю, что наше присутствие в вашей деревне не радует глаз, поэтому выражусь максимально просто и понятно. Чем быстрее и слаженнее мы сработаем в этой миссии, тем скорее мы покинем это место. К тому же наши враги причинили много боли вашему народу. Разве это не причина, чтобы забыть о неприязни к Канохе, которая имеет общего с вами врага? Я не принуждаю вас к любви или уважению, но как Джонин и ответственный за эту операцию хочу, чтобы вы четко следовали плану». Шиноби из Канохи одобрительно закивали головами. Наши же союзники начали переглядываться, пытаясь обдумать свои дальнейшие действия. «У меня лишь один капитан, и он сейчас рядом. Не думай, что если ты здесь пафосную речь произнес, то теперь тебя будут уважать и слушать», — выкрикнул паренек, который по виду не намного старше меня. «Что ты сделаешь, если я сейчас пошлю тебя к черту? Ваша бумага, может, и от главы, но нашим словам он поверит больше. Мы просто скажем, что вы трусливо прятались за нашими спинами, поэтому мы отказались выполнять планы глупого мальчишки-капитана». Мои бойцы хотели двинуться к союзникам, дабы затеять конфликт, но Шисуй, Рю и Кума стали перед ними, перекрывая путь. «Пустите этих псов, или боитесь, что они с болью в животе слягут? Ха-ха!» Не унимался шиноби из скрытой травы. «Ты да выпендриваешься, иди сюда, гаденыш!» — крикнул один из моих бойцов. «Гавкать-то умеешь, чего сам-то не идешь?» И я поднял руку вверх. Рина беспокойно посмотрела на меня. Смысл в том, что я просил ее быть наготове, если план А и Б провалятся. Первый был разрушен нашими союзниками. Очередь за вторым вариантом. Он крайне рискован, но сейчас мне необходимо наладить дисциплину любой ценой. «Да, вы можете мне не подчиняться. Более того, если вы хотите оспорить мое лидерство, то я могу представить каждому такую возможность. Однако я не буду просто стоять на месте. Каждый, кто осмелится бросить мне вызов по закону войны, будет являться предателем. И это значит, что я имею право убить его или же нанести крайне тяжкие увечья и арестовать». С этими словами я активировал свой шаринган и посмотрел на шиноби скрытой травы. Те сразу же замолкли и сделали несколько шагов назад, доставая свои кунаи. Краем глаза я видел, как Шисуй настороженно посмотрел на меня. «Что с его глазами?» – тихо спросил один. «Не знаю, будьте готовы», – ответил второй. «Достаточно», – спокойно прохрипел третий, поднимая руку вверх. Это был взрослый мужчина. Я с самого начала понял, что он и есть капитан. Его карие глаза смотрели на меня каждую секунду длившейся перепалки. Не нужно быть гением, чтобы понять, что он оценивал степень моей подготовленности. Скорее всего, так же, как и его товарищи, он презирал нас, но не собирался проваливать миссию, которая была весьма значима для безопасности его деревни. «Капитан, он этот мальчишка?» – запинаясь, проговорил зачинщик суматохи. «Это юнец из клана Учих, что живут в Канохе. Эти глаза называются Шаринган. Тут тот самый? Мы ведь победим, если навалимся толпой. Нами можете командовать лишь вы». «Нет, победа никому из нас не светит, как и мне.
Люди из этого клана – прирожденные убийцы, шиноби-монстры, что черпают силы во время войн. Кровавый цвет их глазенок подтверждает мои слова. Неужели вы подчинитесь? Я не собираюсь падать вниз, но и слушать ваши пререкания не намерен. Грозно процедил тот, затем он вновь взглянул на меня и продолжил. Твои действия, капитан, оправдывают репутацию твоего клана. Управлять страхом с помощью силы – вот принцип учих. Мне ровно как и остальным плевать на твои возгласы о помощи и союзничестве. Но раз мне приказал сам глава деревни, то я, как давший клятву, подчинюсь указаниям своего лидера. Поэтому делай то, что должен, но указаний моим парням не давай. Делай это через меня, потому что я согласен на исполнение обязанностей твоего подчиненного. «Капитан, вы...» – обеспокоенно прошептали его товарищи. «Молчать! Таково мое слово? Или вы и мои приказы оспорите?» «Нет, капитан!» Я прикрыл глаза и дезактивировал шаринган, а затем, выдохнув, ответил. «Хорошо, больше мне не нужно. Тогда начнем инструктаж». Пускай и нехотя, но все собрались в круг, где Кума начал разъяснять детали. План был предельно прост. Мы разделимся на 5 групп. 3, состоящие из шиноби Канохи, 2 со стороны Кусагакуре. Центральная группа – я, Рин и Шисуэ. Левый фланг ведет Рю и его люди, а правый фланг составит группы шиноби из скрытой травы. Кума вызвался быть их проводником, потому что не успел обезвредить ловушки с этой стороны, пусть и нехотя, но союзники согласились с этим планом. В итоге было решено, что сигналом к нападению будет наша атака с центра. В это время остальные отряды захлопнут клещи, чтобы взять противника в плотное кольцо. После инструктажа Рю подошел ко мне и тихо проговорил. «Стоит ли посылать с ними Кума? Что если они втихую прикончат его? Я понимаю твое опасения, Рю, но дело в том, что именно Кума подходит на роль сопровождающего лучше всего. Он хорошо знает местность и крайне осторожен. Думаю, в случае необходимости он сможет постоять за себя. Если вы так считаете, капитан, я надеюсь. Хорошо, тогда мы выдвигаемся. Да помогут нам боги», – отчеканил он и почтительно склонил голову. «Удачи», – ответил я, улыбаясь. С этими словами Рю поднял руку вверх, собрал бойцов вокруг себя и исчез в ветвях деревьев. Шиноби из скрытой травы последовали за Кума. Я же долго всматривался в темную глубь леса, который вскоре станет местом нашей битвы. Рин тихонько положила руку на мое плечо и проговорила. «Я знаю, тебе сейчас очень непросто. Никто не предполагал, что эта миссия обернется для нас испытанием. Но ты прекрасно справляешься». «Думаешь?» – задумчиво проговорил я, поправляя свою катану. «Еще бы, что за вопросы?» «Я тоже так считаю, капитан», – проговорил Шисуэ, дружелюбно улыбаясь. «Спасибо, друзья, я не подведу вас. Вперед!» «Да!» – дружно ответили ребята, и мы выдвинулись в неизвестность чарующих зарослей. Кума и правда постарался. По пути к цели мы замечали множество обезвреженных ловушек, что значительно упрощало наше движение. Надеюсь, что у остальных все тоже в порядке. «Капитан», – проговорил Шисуэ, выводя меня из раздумий. «Да, что такое? Ваш шаринган. Вы давно его активировали?» Я слегка отвел взгляд. Держать это столько времени в секрете стало уже привычкой, а теперь его увидели многие, в том числе и Шисуэ, которого крайне интересовала данная тема. Я выдохнул, собрался духом и проговорил. «Это произошло более 5 лет назад. Тогда я потерял очень близкого мне человека». Я повернулся в сторону Рин, которая двигалась чуть позади. В эту минуту я почувствовал себя крайне мерзко, ведь она единственная из нашей команды, кто не знает правды. «Вот как? Вы ведь скрываете это, так?» Я молча кивнул. «Знаете, капитан, вы часто пытаетесь взять на себя больше ответственности, чем остальные, и хоть ваша мудрость не подвергается сомнению, но думаю, что в одиночку вам будет непосильна эта ноша. Я не призываю делиться всем этим со мной, но думаю, что есть люди, которые заслуживают знать правду. Вы так не считаете?» Мой взгляд перешел на Шисуэ. Мальчик уверенно смотрел на меня. Он не требовал объяснений, не высказывал догадок и не спрашивал об этой силе. Нет. Он лишь хотел, чтобы я не подвергся проклятию учих, ненависти, что пожирает душу и заставляет отвернуться от близких. Думаю, он тоже знает гораздо больше, чем говорит. Воистину уникальный ребенок. «Да, ты прав», – улыбнувшись, проговорил я. «Но сейчас не самое подходящее время и место для этого. Думаю, когда все закончится, я буду не в силах больше этого скрывать. Тем не менее, я не собираюсь рассказывать это каждому встречному». «О, вот как», – немного грустно проговорил Шисуэ. «Поэтому сможешь ли ты вместе с Рин выслушать меня?» «А, и я, но...» – опешил мальчик, неловко отводя взгляд.
Разве вы считаете меня своим другом? А кем же еще? Ха, ну и странные же у тебя вопросы, Шисуэ. Да, простите, капитан, весело проговорил тот. Я выдвинусь слегка вперед, если вы не против. Да, только будь осторожен. Есть. Когда Шисуэ слегка опередил меня, Рин успокоилась и, двигаясь рядом со мной, сказала: «Хорошо, что вы поговорили. Думаю, для него это было важно». Рин, ну да, все мы из одного клана. Да и вчера вечером Шисуэ много спрашивал о Шарингане. Вот я и поведал», — неловко тараторил я, пытаясь найти нужный момент для своего вопроса. В эту минуту Рин, ничего не отвечая, просто мило улыбнулась. Ее розовые, слегка блестящие губы растянулись в улыбке. Они словно успокаивали все мое нутро и разрушали скорлупу неуверенности. И я слегка склонил голову и сказал: «Слушай, когда все это закончится, я хочу кое-что тебе рассказать. Ужасную правду, что я скрывал от тебя много лет. Знаю, это нехорошо, ведь я обещал делить с тобой все моменты жизни, но столько лет скрывал, стыдясь себя». «Я знаю, Обита», — все так же заботливо ответила Рин. «Знаешь, откуда? Какаши рассказал? Или сенсей Минато?» «Нет. Обита, я всегда знаю, что у тебя на душе, как бы ты ни скрывал. Но я не хочу заставлять тебя делиться тем, о чем ты не готов говорить. Независимо от того, скажешь ли ты это или оставишь меня в неведении. Я буду с тобой рядом, чтобы не случилось». Мне стало еще хуже от самого себя. Столько времени она знала о том, что творится у меня внутри, и всячески старалась помочь, даже не зная, как это сделать. Нет, я больше не хочу от нее ничего скрывать, даже если это ужасная часть моего прошлого. «Тогда, я надеюсь, ты сможешь выслушать меня, когда все это закончится». «С радостью», — проговорила Рин, поправляя прядку каштановых волос. «Капитан», — обеспокоенно сказал Шисуэ, приближаясь к нам. «Да, что такое?» «Лагерь врага в 50 метрах от нас». «Ясно. Рин, держись позади. В случае чего атакуй из тени». «Поняла». «Шисуэ, мы застанем их врасплох техниками огня. Это и будет сигналом нашим товарищам». «Есть!» Я выдохнул. Вот и наступил момент истины. Сейчас нельзя ошибаться. Пришло время доказать, что мне не зря доверили эту миссию. Я и Шисуэ спрятались в кустах. Слегка выглянув, моему взору представилась странная картина. В лагере царила тишина. Большая часть бойцов сидела у стволов деревьев, будто бы они отдыхали. Иные стояли у стволов деревьев спиной. «Ни черта не видно», – тихо процедил я. «Здесь слишком тихо», – подметил Шисуэ. «Да, будь начеку. Сними ближнего охранника, я подстрахую». «Слушаюсь». Шисуэ, словно кошка, прополз через заросли кустов, оперся о ствол дерева и ударил под колено стоящего охранника. Потянул его на себя и вонзил кунай в сонную артерию. Быстрые и безупречные движения. Однако его лицо тут же искривилось в отвращении. Мальчик отпрыгнул назад и насторожился. Я тут же резко подскочил к нему. «Что случилось?» – тихо вопросил я. «Кажется, тут кто-то был до нас», – проговорил он, оглядываясь и указывая пальцем на труп. Я взглянул и ужаснулся. Это был шиноби из скрытого камня, но его лицо, оно было изуродовано, кожа снята, глаза выколоты, в правой ладони зияла дыра. Видимо, его пригвоздили к дереву, поэтому он и стоял. Я приказал Шисуэ привести сюда Рин, понимая, что разделяться сейчас весьма опасно. Через минуту они были рядом со мной. «О боги!» – прошептала Рин, видя мертвого шиноби. «Кто-то сражался здесь до нас? Рин, как давно он умер?» Она быстро осмотрела тело, затем повернулась ко мне и проговорила. «Трупу меньше 2 часов. Трупные пятна еще не появились. Кто-то здесь был совсем недавно». Я злобно цыкнул языком. Это очень паршиво. Кто мог совершить такое жестокое убийство? Вряд ли это кто-то из наших, ведь сигнала никто так и не подал. К тому же ловушки обычно проверяются 3-4 раза в сутки. Акума сказал, что эти давно никто не проверял. Что же тут, черт подери, произошло? «Шисуэ, подай сигнал, нам нужно срочно собраться. Если враг недалеко ушел, мы все еще можем его поймать». «Есть!» – отчеканил Шисуэ и пустил в небо шар огня, который с хлопком разорвался. «Сейчас мы осторожно осмотримся. Быть может, кто-то выжил. Если судить по бедняге, нападение произошло незадолго до нашего прихода. Будьте бдительны». «Хорошо», – ответили мои товарищи. Мы аккуратно вышли на небольшую площадку, где базировался лагерь. Теперь картина стала понятной. Куча трупов,
в самых различных позах были разбросаны по лагерю, и я аккуратно перевернул ближайшее тело, лежащее на земле, едва удержал рвотный позыв. Молодая девушка, во рту которой красовался короткий клинок. Лезвие его выходило из глотки несчастной с обратной стороны, ее одежда была разорвана, а молочные железы вырезаны аккуратно по кругу. Рин хотела подойти, но я посмотрел на нее и отрицательно покачал головой, переворачивая труп назад. Мы двинулись дальше. Шисуя осмотрел парня у дерева. Он стоял, склонив голову. Его тело было примотано кишками вокруг ствола. Внимательно присмотревшись, можно было увидеть, как все его пальцы были переломаны и вывернуты в разные стороны, а на лице застыла гримаса ужаса. Шисуй покачал головой и двинулся дальше. С каждым метром все больше новых трупов. Очевидно, они пытались биться в кучу, но это было безрезультатно. У этих бедняк не было ни шанса. Каждый мертвец имел свою изюминку. Кто-то с особой жестокостью убивал их, отрезая гениталии, развешивая на ветке органы, словно гирлянду. «Что же это за монстр? Человек ли это?» – процедил я, сильнее сжав клинок. «Капитан, у того ствола что-то пошевелилось!» – крикнул Шисуэ. «Понял?» – ответил я, активируя шаринган. Действительно, среди кучи безжизненных тел был заметен едва уловимый поток чакры. «Мы должны ему помочь!» – в отчаянии крикнула Рин, не в силах больше наблюдать весь этот ужас. «Я понимаю твои чувства, Рин, но это может быть ловушкой!» «Да, но Обита, мы не можем его оставить!» «Знаю!» – прошипел я. «Шисуэ, прикрой меня!» «Но есть, капитан!» Я резко метнулся к раненому, оглядывая на предмет ловушек, однако ничего не обнаружил. Молодая девушка сидела, оперевшись о ствол дерева спиной. Ее черные волосы были грязные от впитавшейся крови. Сквозь них виднелся пульсировавший мозг. Ее черепную коробку чем-то раздробило, поэтому орган и оголился. Та из последних сил подняла свою голову и вытянула кунай в мою сторону. Ее бледное лицо выражало ужас, страх. Рука, на которой не хватало 2 пальцев, безымянного и мизинца, дрожала и едва удерживала оружие. «Назад!» – прохрипела она. Я воткнул катану в землю и, присев на колено, сказал: «Пожалуйста, тише, я не причиню вам вреда, видите, я убрал оружие». «Ты Шиноби Канохи, ты пришел меня убить?» сказала она явно слабее. «Это так, но то, что здесь произошло, не моих рук дело, это бесчеловечная бойня, поэтому позвольте вам помочь. У нас есть медик, он сможет вылечить раны, прошу, поверьте». Девушка опустила оружие. Я оттащил ее из кучи трупов к Рин. Та с ужасом смотрела на раны несчастной жертвы. Ее руки неуверенно тряслись, будто бы не зная, с чего начать. Я взял ее похолодевшую ладошку и сказал: «Рин, только ты сможешь спасти ее. Я верю, ты справишься». Она взглянула на меня со страхом, но тут же ее лицо стало серьезным и собранным. Рин откинула прядку волос назад, хлопнула в ладоши и активировала поток бирюзовой чакры. «Капитан, сюда!» – крикнул Шисуэ, который был в паре метров от нас. Я быстро подошел, не спуская глаз с Рин. Перед нами был еще один выживший, мужчина средних лет. Его лицо было изуродовано сотней порезов. Левая половина лица отекла и кровоточила, и его правый, карий глаз смотрел на Шисуэ с тревогой и смятением. Мальчик приставил к его горлу свой клинок. «Шисуэ, ты...» «Стойте, капитан!» Остановил меня тот, прижимая клинок трясущейся рукой к горлу противника. «И я не позволю произойти этому снова. В этот раз я выполню миссию». Я положил руку на его плечо. Мальчик взглянул на меня глазами, полными смятения и жалости. «Наша миссия – это покончить с угрозой деревни Травы. Мы должны убить их?» «Так? Не совсем. Почему?» «Ты правильно подметил, покончить с угрозой. Они больше ее не представляют. Не нужно ломать себя и поддаваться страху. То, что тебя терзает, и есть проявление человечности. Но мы же шиноби. Правила, их надо соблюдать, иначе...» Ты напоминаешь мне одного моего друга и товарища. Порой милосердие дается намного сложнее, но если в твоей душе есть сострадание к этому человеку, то поступи так, как велит тебе душа». Шисуэ колебался, а затем опустил клинок. Он склонил голову и сказал: «Простите, я не могу его убить. Это и не нужно. Этот человек не представляет угрозы. Более того, сможет пролить свет на происходящее. Убийство не всегда верный путь. Хоть мы и на войне, но даже здесь есть место состраданию и милосердию». «Другой путь, значит», – тихо прошептал Шисуэ. «Но способны ли остальные его понять? Ведь он бы убил нас без зазрения совести, капитан». «Несомненно», – согласился я. «Но это его путь. Ты же проходишь свой собственный, через ошибки и уроки, что дает жизнь.
жизнь. Несмотря на всю жестокость, что происходит, тебе удалось сохранить внутри себя доброту, Шисуи, а это дорогого стоит. Мальчик несколько раз кивнул головой и выдохнул. Я же присел на корточки и спросил у шиноби скрытого камня: «Вы в состоянии говорить?» «Да», – прохрипел мужчина. Я достал флягу и дал ему отпить. Шиноби с жадностью глотал влагу, да так сильно, что закашлялся. Когда он отдышался, я спросил: «Кто на вас напал?» «Я не знаю. Мы договорились с ними. Нам сказали, что если мы сложим оружие, то нас отпустят домой. Я знал, что это ловушка. Мои товарищи, все они мертвы. Это чудовище, оно...» Данные слова стали непонятны. Было видно, что шиноби впал в бред. Его глаза совершенно были безумными. Он плакал и смеялся одновременно, трогал свое лицо руками. Одно стало очевидным: нападавший был один. Но вопрос остается неизвестным. Кто же способен одолеть группу высокоуровневых шиноби, которые смогли уйти даже от наших опытных джоунинов? Продолжение следует.